Посмотри, сколько видео вокруг, зацени эти ролики, мой друг. Подпишись на канал, ты не забудь. Поставь лайк и комментатором ты будь. Обнаженный город. Ребятки, это L.A. Noire. Продолжаем проходить. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Ты даже не успел ничего сказать. Хорошо. Новый морфин. Блин, так хочется туда сходить разок. Ну-ка, можно или нет? Вообще можно, смотри. Такой балкончик для отдыха. Круто. Ну да, тебе обязательно надо потыкаться в дверь, Рой. Я знаю, ты без этого никуда. Start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm the same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. Ты давай пошевеливайся, блин. Идет там острит. Но я говорю, он особо сейчас недолюбливает меня. Seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of L.A. forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Довольно холодное отношение ко всему этому. У Фелпса такого нет, конечно, но при этом он тоже чудит иногда в плане отношения к делу. Место убийства. Адрес особо не важен. Хорошо. По традиции просто взяли и встали перед дверью. Второй этаж, квартира 6, в конце коридора. Я понял, все, спасибо. Второй этаж, 6-я квартира. Тари-татушки, тари-татушки. Что за... Почему... Вот как залетит мне в голову что-нибудь, так и все. Вот тарататушки, что это? Почему она заела у меня в голове? Бековский! До убойного отдела дослужился. А, смотри-ка. Наши два напарника. Прежних. Вместе работают. Ты глянь. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub, rest in peace. Ну да, Расти, как всегда. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Со всеми ими работали когда-то. Так, миссис Рейнольдсон. Здрасте. Давайте сначала приступим к осмотру. Что это за фотографии такие? Так. Богатенькая модель. Ну-ка. Ага, здесь пусто. А может быть в других фотографиях что-то найдем. Положи-ка эту на место. Давай осмотрим это. Так, работа манекенщицы. Опа! Досен, бульвар Голливуд, 6582. Я работаю во вторник с 11 до 4 дня. Составишь мне компанию? Спроси миссис Рэндалл. Джулия. Квартира Джулии Рэндалл. Посетить Досен. Джулия Рэндалл. Ну, я полагаю, на модель, короче говоря. Манекенщицы. Да, здесь ничего. Хорошо. Давай дальше обыскивать. Фелпс. Дальше, говорю, обыскивать. Смотрим. Что тут имеется, что не имеется. Так. В холодильнике что-то написано? Нет, не показалось. Хорошо. Ага. Потрогать чужую утварь. Это ж...
Хлебом не корми, дай только Фелпсу попробовать, потрогать всякого. Так, что тут у нас? Вилка. Да, хлам, говорит. Таким хламом убить можно. Так, а что это за вещи? Утюжок. А вещи нет? Ну, по идее, все, но это не все. Так, там коридор, значит, вот здесь вот еще можно смотреть. Ух ты ж, мать. Так, сюда мы попозже зайдем. Дороги. Пиджачок. Haskell и Шоу. Моложе 45, кто носил бы такой. Типа дорогой пиджак. Мужской, да? Мужской пиджачок. Так, а тут что, пилюли? Хорошо, очень много пилюль рассыпаны. А тут что у нас? Еще пилюли. Подожди, давай еще посмотрим. Фэлп сказал, что там что-то гремит, но я тоже слышу, что там что-то есть такое. Еще. Опа! Джулия Рэндалл по одной капсуле в день после еды. 20 капсул. Угу, Голливуд, 1646, доктор Стоунман. Хорошо, красавчик Фелпс. Здесь ничего нет. Да, по идее, здесь больше ничего. Ладно, пойдем, осмотрим труп. И эту комнату заодно. Ванную. Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. У нее синяки на шее и на руках. Take a closer look at her head and neck. Her neck is bruised pretty badly. Хорошо, и на руках. Ужас какой-то. Bruising on the forearms and these look like bite marks. Very good. Сексуальные игры какие-то или что? Кто ее кусал? Опа, колечко. Very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. Один держал, другой делал укол. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Понял тебя. This is her in these photos? Он попросил найти шприцы, блин. Incidental. Где мне искать эти шприцы? Тише, тише, тише. Maybe she was having trouble with some boys, huh? Maybe she got her heart broken. Couldn't take it anymore. Давайте посмотрим, о чем они So she говорят. ran herself a bath and down some pills, and then she just drifted off. I don't know. Miss Julie, she always had so much fire, so much drive. I'm sorry, I'm not being very clear. There. It's okay. Так, давайте я поговорю. Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town.
Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Окей, ладно, давайте приступим к расспросу. Рейнольдсон. Домработница Джулии Рэндалл. Окей. Душевное состояние жертвы. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Угу. Что у нас там есть? Самоубийство путем передозировки. Джулия Рэндалл работала манекенщицей. Бархатный мужской жакет. Серебряные коробочки. Лекарства от бессонницы и депрессии. Так, ну это ложь, значит. What are you hiding here, Mrs. Reynoldsson? Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. Ну, смотри, у нее очень много снотворного обнаружено. She was taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. She lived like a movie star. A princess. Does modeling really pay that well? Ну, больше, чем ты думаешь, даже платит. Так, личная жизнь. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Да ну что ж ты мне врешь-то постоянно? Why are you lying to me, Mrs. Reynoldsson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Вообще, это достойная, конечно, причина, но я нашел у нее мужской пиджак, жакет. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry. I don't know. He said he lives in San Francisco. Угу. Хорошо, You going? нам добавилось, смотри. I'm trying, officer. Please come back. Хорошо, хорошо. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Зачем ты мне постоянно врешь? Ладно, здесь можно сомнения применить, потому что ничего такого мы не сможем противовес поставить. Mrs. Reynoldsson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldsson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Смотрите, даже ни одной ошибки не совершил. Удивительно. We'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Нам на эту же сторону или нет? Подожди, а что он сказал? Стефан, Расти, мы осмотрим все снаружи, а потом займемся уликами. Проси кого-нибудь проверить пиджак. Осмотрим все снаружи. Может, мусорка где есть с этими, как его, со шприцами. Ну-ка. Давай-ка сходим сюда. Что тут у нас? Вообще, по идее, ничего нету. Вон там слева я мусорку вижу, но это слишком далеко. Вот еще одна мусорка есть. Может быть, здесь шприцы. Опс. Нет, открыть невозможно. Нет. Похоже, можно улетать, уезжать. А, подожди, может, внутри там мусорка. Знаете, была бы музыка, если бы я что-то там не нашел еще, но я все-таки осмотрю еще. А, вот здесь музыка есть, смотри. Опа! А вот и мусорка со шприцом. Да, ты глянь, смотри, морфин.
Тот самый. Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. Да, но это уже что-то. I think our work is done here. Достижения получили, симпатичный труп. А за что? Найти и изучить все наркотики в квартире Джулии Рэндалл. Круто. Слушайте, а здесь еще не все получается. Подожди, все что ли? Да, походу все. Я думал, может, газета будет, раз музыка не прекращается, но на сей раз она закончилась. Наверх сходим? Поговорить с ребятами или нет? Мы же им сказали, что займемся уликами, потом не? Где Расти и Фелпс? Ой, Расти и I haven't got time to jaw, Cole. The captain wants me to make this case. Ну так я сюда пришел помочь. Come on, Phelps. Even Roy looks like he's working. Get on. Охренеть, они еще говорят, что я не работаю. А Рой в том-то и дело, делает вид, что работает. Все напарники, они по сути ходят просто за мной и все. Просто ходят. Лишний вес, короче говоря. Так, ладно, поехали отсюда. Хотел сейчас позвать, знаете кого? Быковский. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? Да, в магазин одежды до Сен мы поедем. Дорогой бутик женской одежды. А потом к доктору. Все-то меня знают, блин. Ходят, обсуждают. Типа, это тот самый коп, это тот самый коп. Ай, молодец, Рой. Ай, красавчик. You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Логика есть. Логика есть. В Рое есть что-то непонятное, знаете, он вроде как и хочет прям реально детектива хорошего, это ведь он нас просил, магазин одежды до Сен. И с другой стороны, он не прочь на темную сторону переходить периодически. Эп, селись поудобней, вам того же желаю. Остановились на платьице посмотреть. Здравствуйте. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. Такая сразу занервничала. About Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? Уволить? Интересно. Так, ладно, давайте. Хозяйка магазина, владельца бутика Дасен. История трудоустройства жертвы. Расскажите-ка. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Угу. Правду вроде говорит, да? Да. Она действительно очень красивая и, ну, собственно, чего врать-то ей? Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Угу. Отлично. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. Интересная тактика общения Detective Фелпса. Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it?
Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Очень интересуюсь обручальными кольцами. Снимет реально? Ну-ка посмотрим. Some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Хорошо, теперь... А теперь допрос. Связь с жертвой, знания о мистере Хендерсоне. Интересно. Так, ладно. I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Правда, что ли? Вроде да. Не вижу смысла врать тоже. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Хорошо. Давай-ка мистере Хендерсоне Are расскажи. Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? О ком это вы говорите? Ничего, ни разу не отведешь глазки? Ты что, действительно не знаешь его? Моргает так жестко. Ладно, верю тебе. She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Да. Такие вроде все. Чистенькие, миленькие. Так, слышишь, я сажусь сюда. Мое место справа. You know the way. You can drive. Поехали к доктору съездим. К доктору. Поинтересуемся про его вот это вот большое количество снотворного. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Из тебя все еще может получиться неплохой детектив. Думаешь? Интересно. Может и да. Может и нет. Я говорю, большое очень количество снотворных. Так ли это необходимо было? Клиника доктора Столмана. Посмотрим, что скажет доктор. Такие места все похожие. Прям вот реально похожие. Так. Па-па-пара-па-па-пара-па. Ну-ка. Колман, Филдинг, Филдер, Филдман, Арчер, Харви, Виден, Оливер. Не то. А здесь что написано? Столман. 5-й этаж. 505-й кабинет. Забавно, что здесь по 100 кабинетов и квартир на этаже. Если это маленький домик или маленький отель, то по 10. То есть на первом этаже с 10 по 20, по 9 точнее, на втором с 20 по... с 10 по 19, на втором с 20 по 29 и так далее. С первой цифра всегда означает этаж. Пятый кабинет. Так, 503. Вот он, 5. Ну, то есть 505, конечно. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Не нужно так хамить. Сестренка, притухни. Притухни, он сказал, или притихни? Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Хорошо. Дайте я посмотрю. Он притухни сказал? Да, притухни. Сестренка, притухни. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Простите. Не трогайте меня. Да, расследование действительно важное. Ну-ка. Чашки.
Интересно. Здесь что-нибудь можно взять еще? Может, здесь газетка есть? Тилень. Выгнали пациента и такие ходим туда-сюда, заставляем себя ждать. Так, вот с этой стороны что-то есть. Может, газета будет здесь? Нет, вроде ничего нет. Ладно, извините. Ребята с радикулитом. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, detective. Так, давай-ка расскажешь нам про связь с жертвой. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Полгода назад? Так, ну, во-первых, видно, что ты врешь. Как можно подтвердить это? Работа манекенщицы, домашний бла-бла-бла, рецепт. Рецепт на курс выписан на имя Рэндалл в июле 46-го. Дружище, врешь? Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, detective? Да, сомневаюсь. Do you have access to my patient records? Нет, у меня есть рецепт, придурок. Не нравится он мне уже. Contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. Да, есть такие люди. Prescription for the Benzedrine. It's not illegal, detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. Что она принимала еще? You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Вес свой контролировать. Сомнением обойдемся здесь. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, doctor. Слушай, пока отлично идем по вопросам. Так, хорошо. Во-первых, я вижу газету, по-моему. Газету, Нет. Ладно, просто потрогаем чужие вещи. Фелпс это любит делать. Джонг. Нет, не можешь. Из окошка ты не выпрыгнешь. Надеюсь. Он ушел, кстати говоря. А чё он ушел-то? Ни хренашеньки тут нет. Ладно, я позвоню. Надеюсь, он не против. Ходит там что-то. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Вы видели, Столман на самом деле вот там вот на фоне просто стоял и повторял анимацию Фелпса, поднимал предметы. Так, ладно, погнали. Извините, сэр. Вы можете заходить. Подожди, а вот газета еще. Лос-Анджелес, Mirror. Зеркало Лос-Анджелеса. Где-нибудь я по-любому провороню эту газету. Вот обидно будет. Так, давай на лифт. Казалось бы, кабинет врача — самое подходящее место, чтобы газетки почитать. Ну, то есть в очереди пока сидишь. Рой, и эта поездка в лифте не началась, не закончилась ни одной твоей заметочкой. А что, не знаю. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Думаешь?
Посмотрим. Я надеялся, что там тоже газета будет, но нет. Так, ладно. Вези меня, вези. В голливудскую больницу. Ра, как будто, блин, тебя рядом нет постоянно. Ты должен соображать быстрее, куда мы едем. То есть садиться и вести просто. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Это уже на их совести должно быть. А вообще, да. Правда говорит. Еще какую. Голливудская больница. Такое название прям. Привет, док. Самый честный доктор в мире. Коронер. Так, направо, по идее, да? Вот и сюда. Отлично. Там уборщик стоит с жопой, смотрит на меня и не узнал меня. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. И что же? All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening now. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. И что же? Что это такое? Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Ага, губная гармошка была. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. С тебя-то. А тела не надо было мне проверить? Самому посмотреть там что-нибудь, не? Ладно. Вообще, по идее, нам сюда? Да. Голливудское отделение полиции. Главное, он такой говорит, типа, это тут рядом. Ну, как бы я вижу. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about you. Такой, блин. Пиджачке в дорогом. 27 лет. Выглядит он побогаче 27. Помните заявление Фелпса о том, что типа не знает никого моложе 45, кто носит такой пиджак? How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Ох, короче говоря, я что-то сомневаюсь, смотря на то, что он так вот прям вот ровно смотрит. Давайте-ка подождем. Я жду от тебя ошибки, дружище. Жду ошибки. Не верю, что он правду сказал, если честно. Хорошо знали Джулию Рэндалл? Не слишком. Генри Арнетт. Я торгую одеждой, Джулия иногда работала у меня на показах. В общем, сомнительно это все. Короче говоря, я рискую и нажимаю сомнения. He's asking whether you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Ах ты собака сучарная, а? Смотри, не подвела меня интуиция, точнее. Такой прям смотрит верными глазенками вперед, типа, не, я ее особо не знал. А сам ходит к ней налево, ай ты тварина.
Знания о мистере Хендерсоне. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Да вот это точно врет. Так, подожди. Еще раз. Домработница мисс Рэндалл говорила, что та встречалась с каким-то пожилым мужчиной. Возможно, Джулия не посвящала меня в подробности своей личной жизни. Угу. Домработница Вирджиния Рейнольдсон заявляет, что мистер Хендерсон живет в Сан-Франциско. Хендерсон в Сан-Франциско. 2 подозреваемых. Кольцо, золотое кольцо с черным сапфиром 2 карата, рецепт. Домашний мужской жакет. Что ему можно предъявить-то? Подожди. Мистер Хендерсон. Что ему можно предъявить? Это ложь. Даже проверим сейчас. Это собака, смотри. Ложь, сомнение. Но это ложь. Возможно, причина смерти. Джулия Рэндалл работала манекенщицей. Бархатный мужской жакет. Золотое кольцо. Блин. Я в сомнениях. Давай посмотрим на фразу просто Фелпса. Henry, I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace back east. А, вот оно что. Вот сейчас можно сказать о заявлении домработницы, которая говорит, что он живет в Сан-Франциско. Извиняюсь. Извините, точнее. Julia told her cleaning lady that he lived in San Francisco. Okay, you got me. I don't know where he's from. Julia wanted money. She always wanted money. She thought she could get some from this guy. She was wearing a distinctive engagement ring. You think she might have convinced him to buy it for her? Maybe he did, yeah. Maybe he and Julia were getting serious. Правильно, отлично. Леблан подозреваемый в ограблении. Ну-ка. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Шоу-бизнесом. Хорош юлить. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. Странно, вроде как сомнение высказал, а он как бы ничего не признался. И это оказалось даже правда. Генри Арнетт, директор. Магазин одежды Арнетт, Калифорния, Голливуд, бульвар Санта-Моника. 5528, квартира 3, телефон 2822. Хорошо. Телефон такие короткие, забавные. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. Ай, пиздец. That will be all for now. You've been very helpful. Врун, кажись, да? That son of a bitch was never in the Marines. Да. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Мужик вообще смотрел на нас глазами, типа, а что сейчас это пирожок, детектив? Пончик, может быть? Ну, погнали.
Ненавижу преследование. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Да все нормально, что сигналить, я тоже могу сигналить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Могу посигналить. Вот это я дурной, а? Я думал, я просто клаксоном обычным сейчас посигналю. Совсем забыл, что мы в видовской тачке. Вот это было, да. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект. PZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на PZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.